А в этом выпуске мы разобрались, где в Буэнос-Айресе найти вкусные блины и шаверму, побывали на русской ярмарке и отметили мой день рождения. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Фу, ребята, сегодня у нас суббота. Я думал, что я всю субботу буду вот так вот ходить и пинать что-нибудь. Короче, что буду ничего не делать. Ну, и в итоге что? В итоге я практически весь световой день делал для вас выпуск. Готовил еду. И время 5. Вот мы ждем гостей сегодня. К нам должны прийти Серега с Катей. Поэтому ушли из дома. Артем, Люба. Да, и мы ушли из дома. Потому что, ну, честно, очень хочется погулять. Хотя бы вот 20 минуток, которые были. Я решил ими воспользоваться и пройтись, потому что погодка просто шепчет. На улице плюс 19 градусов или плюс 18. Солнечно, красиво, свежо. В общем, не погода, а песня просто. Мы тут гуляем по нашему району, ну и так, недалеко от дома, чтобы, когда придут гости, позвонят, мы быстренько успели бы дойти. Вот, улица Вашингтон, видели, да? Но тут много всяких улиц с красивыми названиями. Вот. Как бы это звучало на наш манер, да? Пройдусь по Вашингтоновой, сверну Мануэлю Гартовую и Педро Луис Сантос. Я посижу в тени. Так хорошо, народу нету на улице. Как-то пустынно, просторно. Короче говоря, какое-то настроение у меня сегодня романтичное, мечтательное. Эх, гости придут. Я шучу. Ну, а мы сегодня с утра съездили в суд, узнали, как у нас дела. В общем, процесс идет. 5 инстанций разослали запросы по моему делу и по Дашиному. Ну вот, на мое дело пришло 3 ответа из 5 инстанций. На Дашина пока 2 ответа. В общем, надо ждать. Вот. Дело движется, все идет. Вот, мы съездили туда с Александрой, с переводчицей, чтобы лучше понимать и меньше было недоразумений. Вот, кстати, Александра. Вот. Если будут вопросы какие-то по поводу переводов, помощи с местными всякими инстанциями, можно к ней обращаться, она поможет. Контакты оставлю под видео. Вот. Мы как-то так вот просто сдружились с ней, вот, что действительно именно с ней очень приятно делать эти дела. Мы на самом деле где-то, может быть, и сами могли бы, если что, но еще лишний раз с ней повидаться тоже в удовольствие. Вот. Ну и раз уж мы быстро сделали все дела, мы решили вместе с ней же, она нас пригласила, сходить на блины. А вот, кстати, и блин-блин. Блин-блин так и называется. Хэштег блин-блин. Пойдемте поедим блины. А какое прикольное меню. Не то, что только блины с маслом, но и нежный блинчик с сыром бри, с сочными грушами и рукколой. А мы будем блин-бургер и маэстро чикен-блин. Прикольно вообще, место хорошее. В самом-самом центре, ребят, смотрите. Здесь микроцентр, тут деловой квартал, здесь туристические всякие зоны. В одну сторону находится район Пуэрто-Мадеро, в другую сторону находится обелиск. Вот, в общем, и театр Колонь тоже. В общем, все где-то вот здесь. Вот. У ребят вот там вывеска видна, блин-блин. Вот такое место нам Александра подсказала. В общем, мы взяли 3 разных блина, распилили каждый на 3 части. Будем пробовать все, чтобы составить полную картину.
Супер. Вы с чего бы начнете? Красота. Посмотрим. Я начну с блина Цезарь. Большой, красивый, сочный. Вкусно, девочки. Я начала с креветок. Бесподобно. Ой, как вкуснятина, видишь? Да. Ну, сами блины, вот как наши, солененькие, сладенькие, чтобы был этот вкус. Не просто тесто безвкусно. Ну, я теперь понимаю, почему вы второе заведение открываете. Потому что изначально идея была это на вынос. Но что-то пошло не так, и люди хотят... Ну, потому что у нас атмосфера, мы же со всеми болтаем. Там, Ну, правильно. и люди хотят сидеть. Что-то где? Да. Ну, вообще, это было на самом деле очень вкусно. Блин, который бургер, меня просто сразил. С Цезарем и с креветкой был тоже отличные были блины. Но бургер, вот представьте, бургер, только блин, это же просто шикарно. А котлеты и соус они готовят сами. Блин, девчонки накормили, вообще просто молодцы. Желаем им успеха и процветания, тем более, что они в Сан-Тельмо открывают сейчас вторую точку, и все у них будет хорошо. Вот. А еще они дали нам возможность нормально поесть и даже повозились с Теоной. Ну, золотые девочки. В общем, все у них будет отлично. А мы пошли дальше. Прикиньте, ребят, сейчас с Дашей идем, и какое-то шуршание в дереве. Что-то шуршит, бах, падает на землю. Смотрите, это лимон. И там их вообще полно просто. Короче, очень интересно. Хочу попробовать. Опа. Оп. Вот моя добыча. Воу. Я думал, сейчас еще на голову упадет. Еще надо? Вот, короче, палочка не зря тут лежит. Ну что, вот, так сказать, все на дереве растет. Класс. Что, Дашуля, с утра заваришь мне чай с лимоном. Положи. Точно лимон? Может и нет. Походу апельсин. Это видишь, он круглый. Ну, вижу. Это апельсин, походу, это еще не дозрелый. А может и лимон. Попробуем. А чем пахнет? Пахнет апельсином. Угу. Надо поискать, может еще хурму найдем. Прикольно. А еще здесь сплошь растут растения, как у меня в кабинете математики в школе. Вот такое было. Вот, щучий хвост. Так что это там оно, комнатное растение. А здесь вот, пожалуйста, везде растет. Вон как, пальмы какие-то. А еще вот дерево есть, тут какие-то колючие шарики у него. Вот такие вот. Их когда много падает на землю, они не прожимаются и, в общем, такие как бомбочки. Идти вообще невозможно. А мы дошли до парка Сааведра, и, оказывается, сегодня, в воскресенье, тут ярмарка. Ну, в общем, так-то барахолка на самом деле. То есть, кто во что горазд. Нету единой какой-то концепции. В общем, все выставляют все. И вещи, и овощи, и мед, и какую-то одежду для кукол, и просто шмотки продают. Вот. Ну, народу полно, все ходят, глазеют, даже кто-то что-то покупает. Вот. Хотя я по ценам посмотрел, ну, процентов на 25 продукты дороже, чем вне ярмарки. Вот. Ну, как развлекуха, пойдет. Вокруг мы прогулялись, там рынок, а в середине парка сидят люди на траве, пьют маты, пинают мяч, отдыхают, гуляют с собаками. Тут же рядом есть и спортивные площадки. Да, в общем, просто семейный день. Ну и помимо ярмарки, на которой все от трусов до попкорна, здесь еще люди вытаскивают аппаратуру и прям поют.
Концерт дают прямо здесь, в парке, в выходной день. Какой-нибудь по-любому Виктор Пэрис, наверное. А малыш у нас проснулась. Говорит, на ручки хочу, на ручки хочу. Ну вот и гуляем так. Ребят, хорошая новость. Мы наконец-то получили место в посольство. Мы не могли его найти самостоятельно, поэтому купили бота, который нашел нам место и записал нас в посольство. Мы, наверное, купили его в феврале. Сейчас конец июня. Вот так работает вся эта схема. И под это дело мы сегодня сходили, сделали фотографии для Теи на гражданство и на паспорт. Но прежде сходили к детскому кардиологу. Он проверил Тею и сказал, что todo bien, все хорошо. Вот. И так как мы сегодня очень эффективно проводим день в городе, делаем дела, мы решили перекусить тоже в городе очень необычной кухней для здешних мест. Признаться, я мечтаю уже быстрее там оказаться, потому что давным-давно ничего подобного не пробовал. А именно Вкусно? Прям шавуха. я уже тоже очень хочу. Ну, такие две довольно приличного размера. Это потрясающе. Но здесь именно белый соус. Бывает, что в шавухах и белые, и красные. Ну, короче, тут разные есть. Тут и мексиканское, и барбекю, и вегетарианское. В общем, на любой вкус. Но вкусно. Есть еще сладкое. Дульче. Есть еще сладкое с бананом, нутеллой, что-то такое. Ребята, это балдеж. Вообще, я мечтал об этом. Было вкусно, много. То, что было остро, оно на самом деле как бы не особо остро. В общем, ну, мне понравилось. Вот, я еще зайду сюда. Вот. Прайс, в принципе, приемлемый, но по Буэнос-Айресу почти везде такой. Вот, единственное, только находится далеко от нас, находится ближе к центру, ближе сюда к Конгрессу, к Сан-Тельмо. Вот. Ну, в общем, неплохо. Вот. Сходите, если будете в Байресе. Вернее, если живете в Байресе и соскучились по нашей еде. А так, если приезжаете, да зачем? Вот. Кстати, спросил, где лаваш взять. Лаваш тут вообще не найти. Я бы и сам делал шавуху, но лаваш не найти. Вот, ребята заказывают у армян. Вот. Так что армяне везде армяне. Вот. В общем, месту лайк, а мы поехали домой. А мы тут решили нашей малышке обновить транспорт. Ее коляска для прогулок очень хороша. Прям шикарная, большие колеса. Но не очень удобная для передвижений. Она довольно громоздкая. Вот. И хорошо, если у нас будет вариант такой, который очень компактный. Поверьте, он нам пригодится. Поэтому идем в магазин покупать новую коляску. Вот такую колясеньку мы выбрали. Такая, значит, у нее регулируется спинка. Она очень легкая. Сколько она весит, Даш? 5 килограмм. 5 килограмм. И ее основная фишка – это ее компактность. Смотрите, как она делается. Так вот, значит, раз, два и оп. Здесь закрепили. Все.
Вот и все. Вот такая маленькая коляска. Притом можно выдвинуть ручку и покатить ее, например, в самолет. Шикарно. Я думаю, это будет очень удобно, даже элементарно съездить к кому-нибудь в гости. Не обязательно брать большую коляску, можно действительно обойтись такой очень удобной и компактной. Ну, в общем, такая коляска нам вышла в 127 тысяч песо. Это на данный момент $100. Вот. И, наверное, это хороший прайс. Наверное. Не знаю. Вот. Но, в общем, по крайней мере, это будет удобно и нам, и дочке. Все, коляска наша. Ты довольна? Ну что, у тебя новое транспортное средство? Ты довольна? Нет? Скажи да. Ребята, какой мы магазин нашли в Палермо прямо рядом с парком Лас-Эрос. Это просто кладезь. И вот такой вот йогурт нам дали на пробу. Это с каким вареньем? Армянский мацони с клубничным вареньем. Мацони с клубничным вареньем. Ну просто балдеж. Ребята, я, кажется, знаю, что за место теперь у меня будет любимое в Буэнос-Айресе. Вот. Я просто зашел и сразу вижу знакомые лица. Говорю, лаваш есть? Конечно, конечно, все есть. Есть салатик с курочкой, баклажанчики, корейская морковка, бастурма, мацони. Ну и мы, конечно, возьмем лаваш. Вот. И он говорит, что тут за стеной можно покушать шашлык. Ну, конечно, мы пойдем. Притом там все сделано там с лавашом, завернутое там с соусом. 5000 песо. Нифига себе. Это в 3 раза дешевле, чем в Пандоке. Ребята. Пожалуйста, морковку. Еще и пахлава. Будешь пахлаву? Бери пахлаву. Ой, Дашин любимый десерт. Мы взяли листья виноградные, будем дома долму делать. Вообще балдеж. Просто я здесь находил в гипермаркетах в отделе импортных товаров, но она каких-то сумасшедших денег стоила. А здесь вайме 6000 песо, типа там 400 рублей. Ну, нормально, тут это вполне себе. Ну и вот, ребята делают шашлык, шавуху делают из свинины, из курицы. Молодцы, молодцы. Вон ресторан открывают. Короче, лучшая реклама для них будет. Это аромат шашлыка просто по всему Палермо. Мне кажется, вообще супер, что не надо так далеко ездить. И адекватные цены, адекватные. 6500 песо шавуха. Ну, это вполне себе. Ну, это где-то 400 рублей, наверное. Прекрасно. Армянский шашлычок, да в лавашике, да, с соусом. Просто прелестно, просто прелестно. Мы пришли в парк, сели, наслаждаемся. Что за место? Слушайте, а шашлык прям нежный, мягенький. Вайме. Очень вкусно. Короче, это находка вообще. Ребят, у нас суббота. Мы решили хотя бы вторую половину дня не сидеть дома, а куда-нибудь выйти прогуляться. Вот, и решили встретиться с ребятами, с Серегой, с Катей, с Артемом в парке Лас-Эрос. Серега купил себе там какие-то бутсы, шортики, в общем, бегает с мальчишками, мяч пинает, а мы пойдем посмотрим немножко, да и погуляем по парку. Здесь столько людей, вообще по капец полно. И
В этом районе вообще очень много русских живет, поэтому в этом парке их концентрация особенно высока. Ну вот, собственно, и футбольные поляны. Давайте поищем наших. Привет! Приветики. Привет! Здорово! Здорово, привет, здравствуйте, здравствуйте. А кто это такой там в розовых подкрадулях семенит по поляночке? Наш основной игрок. Шикарно! Сейчас наверняка еще кого-нибудь знакомых лиц увижу. Я, кстати, добавился в этот чат еще 9 месяцев назад. Вот, так я в нем и состою, но беззвучный поставил. Все правильно, да? Да, и все, я так ни разу не ходил. Футболисты Аргентины. Да, типа того. Ребята с большим будущим .ар. Серега там в своих розовых подкрадулях так набегался, что аж вышел язык на плечо. Я завершаю карьеру. Уже завершаешь? Завершаю карьеру. Продаю бутсы, да? Я вешаю бутсы на крючок. Я выкидываю форму. Сдаю ее в музей. Катя тебя повесит. Ну да, Бако Хуниарс. Да. Все, с футболом закончено. Карьера завершена. Это час побегал человек. Ну, там действительно, да. Скорости были такие, что голова кружилась. Предельно. Следующие тренировки максимум по 10 минут. С перерывом в неделю. Да я говорю, надо было просто как в хоккее смену через каждые 2 минуты делать, и все. Они не могли меня отпустить. Это было... Я был самый ценный на поляне. Никто так не кувыркался после каждого приема мяча. Вот, а вообще, конечно, здесь несколько площадок, и ребята арендуют постоянно разные чаты, постоянно меняются. Ребятушки, пойдемте! Постоянно меняются. Вот, короче, да, место такое очень спортивное. Вообще Лас-Эрос — это очень спортивный парк. Там очень много площадок для разных видов спорта. И в том числе, особенно мне, который нравится, это футбол-теннис. Это, короче, стол как для настольного тенниса, ну, чуть больше, конечно. И играют футбольным мячом по двое с каждой стороны. То есть задача, ну, обыграть соперника, а правила примерно такие же, как в настольном теннисе. Вот, прикольная штука. Наберите в поисковике футбол-теннис. Вот, очень такая классная, пляжная, ну, какая-то вот латиноамериканская история. Вот. А я пойду ребятам покажу армянский магазин и заведение, где можно взять шавуху и армянский шашлык и даже люля-кебаб. 36, мне 36. У меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все впереди. Вот так вот и начался мой день рождения. Сегодня мне 36. Меня сегодня с самого утра все звонят, поздравляют. Очень приятно вообще, даже что на другом конце света меня не забывают. Оттуда. А еще и теперь и поздравляют отсюда. Вот, и сегодня к нам придут гости. Под это дело я курочку замариновал. Будут куриные крылья в соусе баффало и свиные ребра барбекю. Вот, ну а пока это все маринуется, и у нас есть 2 часа, хотим прогуляться и посетить русскую ярмарку, посмотреть, что там, буквально чуть-чуть провести там время, что-нибудь попробовать, может быть, или просто посмотреть, и поедем назад, потому что буквально через пару часов придут гости. Вот. Такой хороший день сегодня, на самом деле. Я очень рад, что сегодня без суеты, без такого кипиша. Все очень так спокойно, размеренно. При этом, да, планы есть, но мы не стараемся там быстро-быстро все успеть. В общем, хороший день, который действительно можно прочувствовать. Вот. Эх, 36, мне 36. У меня все впереди. Ну что, прошлый день рождения у меня очень удался. Я думал, что я его в Грузии отмечу, но нет. Кстати, видео на канале есть, можете посмотреть, это было феерично. Ну а это день рождения в Аргентине.
Неплохая такая традиция отмечать день рождения в разных странах. А удивительно другое, что впервые в жизни мой день рождения я праздную зимой. 30 июня нынче зима. Это необычно, но, честно скажу, летом как-то поприкольней. Вот. Зато у Даши впервые в жизни ее день рождения в январе был летом, когда мы купались в бассейне. Вот это тоже было незабываемо. Везде свои плюсы, вот, но сегодня вот так. Кто-то говорит, что очень соленый. Сразу стенд с копчением и рыбка, и курочка. А это кто? Это куриная грудка. Ребята, прям здесь коптят, вообще бомба. Очень вкусно. В общем, куча знакомых. Салют. Как дела? Хорошо. Чего интересного видел? Ты знаешь все? Ты знаешь все. На этой ярмарке все интересно. Выступления, еда, встретил свою профессору по испанскому здесь. Что за встреча была чудесная. Поэтому она пришла, да, естественно, пришла сюда. Пришла сюда, это самое. Все дела. Все нормально. Сколько знакомых? Так еще поздороваюсь. Все, до встречи. Вот Андрей Анастасиади за мной встретил тоже его. Тут он впереди машут Эля, препод по вокалу. С Димой пришли они с ребенком. Короче, очень много знакомых оказывается у меня в Буэнос-Айресе. Ой, шашлычки пошли в ход. Очень красиво все выглядит. Очень красиво, очень вкусно. Ну, запахи прям сумасшедшие. Ребят, дагестанскую еду нашел. Дагестанские чуду делают прям здесь. Обалдеть. Откуда забрались? Здравствуйте. Здравствуйте. Петь пришел? Да. Серьезно? Да. Круто. Саша, закончи. Ты тоже будешь петь? В том числе. Здесь коллектив? Да. О, через сколько? Через 5 минут. Привет. Я это тут везде, короче, рассеянное внимание. Привет. Приветствую. Чего вы делаете? Что делаем? Смотри, свинина 5 часов томилась, делаем бургеры с ней. И не, пиво наливаем. не спали, наверное, всю ночь, да? Слушай, я вчера ездил к ребятам, мы отпраздновали этот Новый год по русскому стилю, да, сказать, конец первого месяца зимы, Да. там, с курантами, с шампанским. Вот. А работать я закончил в 23:20. То есть я к ним в 23:40 приехал, отметил, Всё и понятно. в 1:40 значит, поехал назад, вот все это собирать. Обалдеть. Ночью прям собирали тут? Нет, собирали с утра, но у меня там пивная система доделывал, чуть-чуть доводил до ума. Но все собрали, все работает. Круто. Настоящий стаут на азоте, газеха легенькая, цитрусовая, апа с гибискусом. Ну, если это, мне анонсировали уже, так сказать. Да. Все, вот, сказать, все равны как на подбор. Привет. Саша, ты все не прогадаешь. Все выпей. До скольки у вас сегодня эта история? Ну, вообще до 9, но не знаю, мы посмотрим, как у нас кончится все. А есть крем-стаут? Есть. Все есть. Что, много людей через вас сегодня прошло? Все только начинается. Ага. Все только начинается, еще немного. Но мы ждали особенных гостей. Видеть тебя. Вообще до 9, Я я не здесь? знаю, Да. после 7, скорее всего, холодно И станет. поэтому народ будет сворачивать. я выпаду. Захотел стаут, да? Да. Ты, если сегодня не очень поздно закончишь, приходи ко мне в гости. Начальник, и когда закончим? Смотри, с легкого на тяжелую артиллерию. Давай, Вот давай. это вот, так, давай сюда. Газеха, газе, цитрусовая. Это даже не пиво, это, не знаю, как сидр, как... А что такое гозе? Что такое газе? Вот специалист. Я просто, я уже слышал 3 раза эту историю. Будет странно, если пивовар будет пивовар рассказывать, что такое ГЗ. Тебя проверял. Я так вот, да, это, типа не знаю. Очень вкусно.
Рапа. О, Она прям божественная. Конечно. вот это другие ароматы, конечно. Ты умеешь такие соусы делать, чимичури? Ты тоже умеешь такие соусы делать. Я вот чимичури еще не делал ни разу. Чимичури это самый простой соус. Да? Это Домашний, да? То, что продается, конечно, в банках, абсолютно не то. Он делается очень просто. У него единственный нюанс это то, что это надо их выдерживать, чтобы они дали свои вот эти все соки. То, что продается в магазине, это уксус, есть невозможно. Вот я хочу взять домашний где-то. Я тебе потом расскажу. Ну вот, в общем, ребята налили мне бокальчик пива. Ох, так что день продолжается хорошо. Пойдем слушать хор Эли. И, так сказать, хлеба и зрелищ. Все в одном месте. Короче, очень много знакомых. А вот еще одно знакомое лицо идет. Привет! С днем рождения! Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Счастья, здоровья, вокруг детей богатых, самое главное, вокруг, говорю, себе детей богатых и людей хороших вокруг максимально. Детей богатых? Да, конечно, детей богатых. Чтобы только у богатых были дети. Чтоб у тебя были богатые дети. Все, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Как тебе ярмарка? Я не поняла, только еда. Все по ходу дела. И люди, и песни, хлеб и зрелище. Нормально. Тут мало места. Ну да. Тесновато. Ну, в целом-то и все. План минимум мы сделали. Со всеми пообщались, все посмотрели, музыку послушали. Пора ехать домой, встречать гостей. Ну что, гости уже поднимаются, я им ключ скинул. Футбол идет полным ходом. Грузия 1-0 выигрывает Испанию. Это пока что прям очень хорошо все идет. А я начинаю готовить. После ярмарки Даша пошла в магазин, а мы с Теей домой. Так вот, пока дошли, она уснула и вот так и спит в коляске. Вот. Ну, я и не стал будить, пускай спит. Ну все уже. Не успели или как там? С днем рождения! Тут можешь визуализировать свечку. Так, Свечки нигде не было. Свечки не было, поэтому наш Я самый главный подарок, короче. спасибо большое. Чтоб зубы были. Спасибо. Ты на прикорм? Хороший с подобными. Конечно, как тут. Обувь уже достали. Получили информацию об этой бутылочке, но поскольку я не обладаю хорошими ораторскими навыками и золотой памятью, информацию о бутылке воспроизведет чат GPT. Ты не против? Я, кажется, знаю. Слушай, подожди. Мальбек этой марки подарил на день рождения Месси вот в этом году. Да ладно. Да. Эта виноделия, она считается одной из самых респектабельных в Аргентине. Спасибо большое. Это замшевая коробочка. Или какая? Она прям Ну, замшевая. замшевая или какая? Бархатная, Бархат. просто бархат. Замша такая же какая-то. Вот. Круто, спасибо. Я тебе не представить хочу, это сейчас тебе... Это какая-то очень хорошая бутылка вина. Ты счет посмотри. Да ты чё? Футбол Ты смотрите? посмотри, что происходит. Что, я не 1-0 знаю, кто. Испанию дергает Грузия. Серьезно? Да. Я готова сказать, что кто выиграет. так Я после знаю. такого Выиграет футбола только кто? Испания, конечно, выиграет. Почему? Ну, Испания сильная команда. Но Грузия 1-0 ведет. Ну хотя, кстати, они тоже могут выиграть. Мы вчера обсуждали, и они потом все равно встретятся с Португалией, и Португалия их порвет в этом, да. Поэтому... Нет, Грузия вперед. Я готова... Моди, Сакартвело. Мы будем делать сейчас ставки. Мы за Грузию. Мы будем делать сейчас курицу. Курицу. Гулять, рванина. И ждать их как героев. Ну все, матч закончился, Грузия проиграла, но все равно вышли в плей-офф, молодцы, вот, мы все равно рады за Грузию. Вот. А у нас тем временем готовы крылышки в соусе баффало, доделывается картошка фри,
уже там новая партия крылышек. И позже мы перейдем к свиным ребрам. Все, Серега наливает апероль, Люба травит шутки. В общем, все на своих местах. Говорят, за счастье борется, за здоровье молятся, любовью занимаются. Давай выпьем за твои мечты, пусть они сбываются. Ура! Спасибо большое. Главное блюдо этого вечера — ребра свиные в соусе барбекю. Короче, это уже вторая порция, всего 4 ленты ребер. Вот. Ну, вроде бы все получилось. И курица, и ребра. Ну, Да, конечно, все получилось. Все дико вкусно, все дико сладко. Все настолько вкусно. Вообще, в новом году, Сань, я желаю тебе, чтобы ты сломал ногу. Это на самом деле идиоматическое выражение. Break your leg. Это значит большой удачи. с английского Да, языка. кстати, да. Так что... Ну, сломаем ногу кому? Барану какому-нибудь и съедим. В общем, вот, наверное, на том мы и закончим, ну, транслировать, а нас ожидает вкусный стол. Поэтому день рождения, считаю, удался. Всем спасибо за поздравления, увидимся позже. Пока-пока. Вообще-то еще тортик будет. Да. Спасибо вам огромное, что вы пришли. И все-таки день рождения это праздник, и хочется, чтобы этот день можно было разделить с людьми, которые действительно будут рады и готовы порадоваться вместе с тобой. Поэтому я очень рад, что этот день я провел именно с вами. Ты же не надеялся, что мы не придем? Нет, не надеялся. А мы все равно пришли. Да. Спасибо вам большое. Вот. Надо что-то загадать. Давай, загадывай. Загадаю 30 часов в сутках. А зачем? Тогда не сбудется. Какая-то будет ядерная война, тогда и солнце будет 30 все. Но тебя в этом уже не будет. Не надо говорить, да? Нет, ну про себя. Про меня. Давай. Давай, загадывай. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Саня, загадывай желание. Ты же загадал? Я держу, ты дуй. Только не в себя. И торт такой сосал. Ура!